И всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Направляемся в Medical Park. Проснулись сегодня рано утром, в 7 утра. И посмотрите, хочу немножко вам показать утреннюю Турцию. Немножко накрапывает дождь, тишина, все спят практически. Очень поздно здесь обычно все просыпаются, магазины поздно открываются. И ощущение, как будто ты... Вот я помню, раньше в деревне такие чувства были. Так после дождя особенно мокро, сыро, но тепло. Птички поют. И не вижу, мужчины там еще сидят. Возможно, еще даже домой не ходили. Там обычно вечно играют в домино. На улице, сейчас скажу, сколько градусов. На улице 10 градусов. Такая вот Турция. Время уже почти 8. Вот, фонарики еще включены. Еще темно, как будто солнце даже не вышло. Солнце. Хотя солнце, наверное, уже встало. Вот. В общем, идем. Покажу вам сегодня Medical Park. Слышите, как птички поют? Здесь мы обычно вещи оставляем ненужные, ну, которые в порядке, бездомным. Зелень. Короче, как в лесу. Птички поют везде. Обычно весной птички раз в 10 сильнее поют. Вот прям с утра просыпаешься от пения птиц весной. Сейчас тоже так с утра выходишь, тоже пение птиц есть. Кто-то, видать, на работу собирается. Фух, жарко. Ну, а мы с Русланом идем вдвоем. Детей оставили на старшего сына. И сегодня почти целый день будем мы на процедурах. Это бесплатно. Я просто, получается, взяла страховку в Димир Сигорта. Демир Сигорта называется. Вот. И буду проходить сегодня чекап. Люди ходят, уже с утра упираются. Удивительно, в такой форме, вот позади меня. То есть мусор собираются с дорог. Мандаринки, оливки, лимоны. Сейчас пройду по такой старой части города, где старые домики. Вот такие вот маленькие двухэтажные и одноэтажные постройки. Здесь. Сейчас слева мой любимый домик. Маленький, уютненький. Самое главное, что он ухоженный. В таком необычном стиле. Все так красиво. И вот бабушка зашла, убежала, как увидела, наверное, нас. Здесь вот ходила бабушка, да, вот она там заходит. Реально такой красивый домик на фоне других. Недострой стоит. Сейчас мы выйдем на Д400. Оттуда нас должен забрать автобус. Смотрите, какие домики. Балкончики. Здесь балкончики. Этаж еще сделан дополнительный. Вот такие вот домики. Вещи развешаны. Хотя дождик накрапывает. Хотя уже вроде перестал. Лимоны, смотрите, сколько лимонов. Очень много.
Вот в этом доме, если не ошибаюсь, была квартира. Нам предлагали за 18 тысяч лир. 3+1. Абсолютно пустая. Не знаю, сняли ее или нет. Вот. Смотрите, какой дом старенький. Еще и сатылок написано. Продают. И вот мы уже почти у Д400. Здесь ремонт машин, сервис написано. Здесь вот есть чай, где можно попить. И семиты продают. Вот. И мы вылезли на Д400. Сели, поехали. В таком комфортном автобусе. Так, вот выглядит Medical Park. Так, ну что, мы прошли немножко тут эти процедурки. Кровь сдали, анализы сдали, рентген, ЭКГ даже. И сейчас вот ждем нашу еду. Должны принести, пообедать. Короче, вот такая вот столовая Medical Park. Большая, красивая. Так, ну что, пока принесли вот такое вот нам вот такие вещи. Салфеточка, соль. Что это? Столовые эти, да, приборы. Потом вот такую вот красивую штучку. Короче, у нас будет сейчас прям турецкий завтрак. Мы тут заказали, потому что мы не покушали, очень сильно хочется есть. Вот, и заказали аж на 1400 лир. Где там чек? Я его спрятал специально. Чтобы не смотреть на него. 1430 лир на двоих. Что-то как-то очень жирненько. Но посмотрим, что принесут. Вот. Потом, может быть, сходим, прогуляемся на море. К часу нам еще к одному специалисту. Так что, вот так. Вот в таком красивом месте, уютном сижу. Прошли мы здесь, получается, мы записывались на чекап. Сейчас несут еду. Руслану принесли Был патата с ним? с картошкой омлет. Это у нас кахвалта табака, который стоит, между прочим, 430 лир. Что-то как-то дороговато. Это маркетинг. Мне пока сказали, что принесут. В общем, как-то так. Ну, ладно. Так, вот мое. 2 яйца. Ну нет, слушай, этот классно. Ну, то, что ты хотела. Да. Горячий. Обожглась немножко. Сейчас будем кушать, короче. Приятного аппетита. Ну и латте. Вот с такой вот булочкой. Кстати, очень вкусное. Тесто вот такое вот дрожжевое. И хрустящее. Очень вкусно. В общем, поели. Было очень вкусно. Ну, очень уж недешево. Латте, кстати, здесь стоит 185. Вместе там, получается, в районе 2 латте вышло у нас на 370, что ли, где-то. Biraz. Biraz. Okey.
Особо не могу снимать, но примерно вот так вот выглядит Medical Park. Здесь вообще не разрешают снимать. Если увидят, то будут ругать. Поэтому хочу сказать, что примерно вот так вот выглядит. Мы прошли чекап. В час будут готовые анализы. Плюс мы еще зашли к хирургу. Это Руслан зашел. И, в общем, мне все понравилось. Сейчас вот, может, на море сходим прогуляться, если погода нормальная. И расскажу впечатления. Пока никого нету, коридоры поснимаю немножко. Очень большая больница. Здесь есть эскалатор и очень много этажей. В общем, большая поликлиника. Здесь вот вход на ресепшн. Очень красиво, конечно, здесь все. Дождик очень сильно льет, точно никуда не пойдем. На море точно не дойдешь в такую погоду. В 14:30 мы уже уезжаем отсюда. Так, ну что, все, уезжаем с Medical Park. Вон наш автобус. Такой большой. Так, ну что, уезжаем. Буду снимать, ехать вам все красоты. Дождик почти закончился, солнышко даже появилось. Мандаринки на деревьях. Красота. Так вот.
Тихо едет автобус. Тут пальмочки такие красивые. Так. Вот такая погодка у нас. Солнышко опять спряталось. Сейчас скоро до моря доедем. Буду снимать в море. И снова солнышко вылезло. Красота. Ну и мы снова в Селивке. Сейчас хотим посмотреть в один магазин, забежать, мебель хотим посмотреть. И потом за рыбкой. Пользуясь случаем, давайте поснимаю вам вот эти вот старые домики наши. Тут наши, не наши. Вот. Это другая сторона. Вот сюда, наверное. Да, вот сюда. Другая сторона реки. Мы здесь редко гуляем. Давайте я вам покажу. Смотрите, какие старинные тут дома. Смотри, как интересно сделано. Да, смотрите, какие двери. Балкончик очень красивый, да. Двери высокие. Ну, да. Уже офисы закрыты, конечно. Возможно, и магазин уже не работает. Но вот эта улочка такая необычная. Наподобие здесь несколько таких улочек. Вот здесь еще одна улочка такая же. И здесь вот наверху Vision Plaza написано. Там есть ресторанчик для русскоговорящих. Вот. А вот здесь вот мебель должна была быть где-то. Если я не ошибаюсь, конечно. Вот здесь где-то должна была быть мебель. Здесь вот ковры продают. Работают пока все. Здесь старая Беледье находится, которая, кстати, все еще работает, функционирует. Потому что новое Беледье не открыли. Так, это не то. Ну, как бы вот здесь мебель есть. Вот здесь вот. Вот мебель. Большой мебельный. Сейчас посмотрим. Так это же Билона. Это мебель Билона, кстати. Мы здесь в кровать покупали. Вот это красивая. Такую штуку мы хотим. Bu ne kadar? Вот это, кстати, нам подойдет. Tamam. Сейчас узнаем, сколько стоит. Удобно?
Ой, прикинь, она твердая. Да? Не Классная. продавливается. А та продавливалась. А та До этого мы продавливалась, да. в Селивке в центре смотрели. Но здесь этот прикольная такая. Она, Блин, ну это для кровати. она не подойдет, да, для этого. А вот, кстати, мне в комнату тоже пуф красивый. Ну-ка, присядь. Как раз перед зеркалом так помодничать. Вообще классно. Там еще из дерева. Смотрите, какие тут еще здания. Здесь вот Руслан говорит, отреставрировали. Кто-то живет даже, а Хотя здесь все равно вот... окна деревянные, но они более-менее выглядят нормально. Да, а здесь вот смотрите, все так не отреставрировано, все такое старое. Деревянные балки. Деревянные балки торчат. Ну, вот так на вот. которых стоит этот балкон, собственно. Она уже он там как будто прогнулась, вот эта вот поперечная. И, друзья, мы уже дома. Хотела немножко рассказать, не удалось мне попасть к морю и с вами немножко поболтать. Хотела рассказать немножко вот по поводу медицины в Турции, да, и вот первый раз, чтобы вот в такую клинику на чекап я съездила. А помните, кто на канале, наверное, не впервые, я рассказывала много раз, что я хотела попасть, но моя страховка мне не позволяет этого, чтобы я в частную клинику ходила, проходила такие осмотры. Хочу сказать, что мне очень понравилось. Есть переводчик свой, да, то есть я уже второй раз еду. Первый раз у меня было там все вот это вот по-женски. Сегодня, в этот раз точнее, вчера, получается, я ездила по поводу уже организма в целом. Хочу сказать, что анализы сказали мне все идеальные. Немножко давление у меня поднялось, немножко такое поднятое давление. Теперь я понимаю, почему после того, как я пью кофе, мне становится плохо. Пульсы высокие, как всегда, у меня всю жизнь пульсы высокие. В этом плане, конечно, тоже вот заметили врачи. Да, то есть анализы идеальные. Вот, то есть ЭКГ хорошее. Анализы настолько идеальные, что, знаете, что мне сказал врач? Ты вообще сахар не ешь, что ли? Ты, говорит, вот, знаете, удивительно, я кушаю и тесто, и вот это все. Ты, говорит, на кето-диете, что ли? У тебя, говорит, углеводов нет, сахара нет, у тебя, говорит, вот в этом плане там все так чисто. И, наверное, я думаю, все-таки вот мои вот эти вот препараты, БАДы тоже, конечно, помогают. Ну, плюс вот то, что я вам рассказывала, что я после зимы еще и как бы соблюдаю такую небольшую диету, не сильную, просто, например, на ночь стараюсь иногда вообще мясо не есть, либо это чтобы рыба была, то есть часто сейчас покупаем рыбу, хожу вот креветки покупаю, вы все видите, да, то есть на канале я все это всегда озвучиваю, то, что я вот как-то в рацион, пытаюсь рацион как бы таким диетическим, легким сделать, но при этом я всегда добавляю так, типа там кино, там вот это вот все разнообразие, зелень стараюсь очень много есть, возможно, поэтому и анализы хорошие. Ну и, конечно же, мои вот эти вот БАДы. Кстати, сделала вот такой вот угол рабочий для себя, потому что это все у меня, кстати, пустые коробки. Это не на продажу, это для моей работы, такой мой офис, когда вот есть вот такой вот уголок для работы, работать приятно, то есть я ставлю всегда сюда напротив себе вот эту вот штуку, подставку со светом, то есть если, например, какие-то эфиры, чтобы не в руках вот так держать телефон, хотя и сейчас я могу поставить на эту подставку вместе с вами разговаривать, но у меня как бы здесь на ютубе контент совсем другой, я держу в руках всегда в движении, и поэтому я не хочу менять как бы, да, это совсем другое, вы совсем другое, YouTube это мой YouTube, это моя жизнь, это Турция, это уже отдельно, это для работы со своими партнерами, это все пустое, но иногда так вот берешь, например, да, записываешь видео, что-то рассказываешь, и это очень удобно. Здесь какие-то мои там дополнительные вещи для работы, и вот поэтому я сделала вот такой вот свой уголок, поэтому, возможно, вы будете чаще видеть меня теперь вот в таком, можно сказать, офисном стиле. Да, потому что давно хотелось, 2 года вот копила вот эти вот всякие коробки и все такое.
купили с Икеи полочки, и наконец-то я еще и свою мечту воплотила в жизнь. И когда работаешь удаленно хочется, чтобы был уголок свой. Вот. Но, как я и сказала, это все, что мы сами использовали, то есть это пустые коробочки. Вот. Поэтому работа у меня заключается в том, что я в основном обучаю людей, я ничего не продаю, ну и консультирую по поводу интернет-магазина, по поводу продуктов этих, потому что немногие знают про этот интернет-магазин Atomy, да, кто на канале впервые, кстати, хочу сказать, что я удаленно работаю в компании Atomy, это компания из Южной Кореи, я обожаю эти продукты и пришла сюда я только потому, что полюбила продукт, только после этого поняла, что он классный и действительно его стоит рекомендовать. Я не продаю ни в коем случае, я только консультирую, регистрирую, знакомлю с продуктами и работаю со своими партнерами, обучаю их удаленно. Вот прям так из дома. Вот, и я в последнее время прям пропиваю БАДы, химохим, много пропила вот сока нони тоже, и там омега-3, витамин С, пробиотики, все это тоже я всегда пробую и делаю выводы. Сейчас я уже химохим заканчиваю и начала уже пить вот этот БАД, турмацин. Его из России, кстати, мне привезла моя подруга. Она как раз, я ее попросила, чтобы она из России, он как раз в России появился. В общем, продукты не во всех сайтах есть, ассортимент на всех странах разный. И поэтому в России что-то есть, здесь нету, в Турции что-то есть, в России нету. И вот так вот мы иногда бываем, просим, чтобы заказали, привезли. Вот, но хочу сказать, что действительно мне БАДы эти тоже помогли, наверное, анализы идеальные. Даже я как бы думала, что что-то я последнее время налегаю на сладкое. Как оказалось, мне сказали, что сладкое ты вообще, как я вижу, говорит, не кушаешь углеводов. Ты, говорит, не на конкретной кето-диете, то есть если смотреть анализы, да, но, говорит, вот по поводу именно углеводов и сахара, говорит, говорит, чистота, прям хорошо. Печень, там, все вот это все хорошее, сказали, как бы, да. Я не удивлена, потому что действительно слежу за собой. Вот. В плане медицины, да, конечно, частная клиника лучше, чем государственная, ждать не надо, сразу зашел, все вот это, но там есть тоже как бы предел, то есть все подряд ты не можешь пройти. И вот хочу еще съездить проверить зрение, я еще и лютеин пропивала от зрения именно вот с компанией Atomy. И зрение тоже у меня, в принципе, немножко лучше стало. То есть, если раньше я вот так вот, у меня уже расплывалось, мне приходилось вот так вот издали все это смотреть, то сейчас, в принципе, стало как будто немного лучше. Но я хочу зрение проверить, съездить. Ну, в общем, нам понравилось. Medical Park, если есть возможность, конечно же, эту страховку нужно покупать. Она, я думаю, будет очень полезной многим, если есть тем более какие-то заболевания, начальные тем более, да, тоже, чтобы не запускать, чтобы ходить лечиться. Как-то так. И, друзья, мы уже дома, настал новый день. Хочу показать, как собирают лимоны в Турции. Смотрите. Обычно у нас это, если мы собираем, это как-то, может быть, яблоки, вишня, там, не знаю, что-то такое. А тут вон с большой корзиной ходит здесь. С большими корзинами уже вот так раз, наверное, 10 сходили. И потом вот сюда, в машину все это. И человек здесь, человек 10 где-то, там человек 10. И обратите внимание, здесь вот, например, вот здесь вот такие вот, видно, что желтые пятна, лимоны. А тот угол зеленый-зеленый уже собрали. Так вот в Турции собирают лимоны.
Наблюдаю за этим сейчас. Решила вам тоже показать. И, друзья, наверное, буду на этой прекрасной ноте заканчивать видеоролик. Всем желаю счастья, здоровья. Как всегда, мира. Будьте счастливы. Всем пока.